Привет, YouTube! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о такой теме, как подготовиться к экзамену STQB, Certified Foundation Level, что делал лично я, когда готовился к данному виду сертификации, и вообще для чего она нужна. Не будем долго задерживаться на введении, и давайте сразу приступим к тем ссылкам, к тем ресурсам, которые нам понадобятся в сегодняшнем уроке. Я постепенно расскажу вам, для чего они нужны. Итак, во-первых, самый главный ресурс, который вам будет нужен, это сайт Глобальной ассоциации качества программного обеспечения. Это непосредственно международный поставщик, который занимается поставкой различных международных экзаменов в области качества. И вот как раз-таки экзамены, связанные с STQB, разрабатываются непосредственно этой площадкой, все материалы для подготовки также разрабатываются ей. И, в принципе, этот ресурс, этот консорциум и является определяющим фактором для того, чтобы мы с вами занялись таким интересным вопросом, как сертификация. Что касается STQB, то это своего рода подтверждение вашей квалификации как тестировщика на неком начальном уровне. Если мы с вами обратимся к градациям того, что вообще можно получать, какого рода сертификаты в STQB портфолио, то самый первый будет сертифицированный тестер Foundation Level. Большинство тестировщиков получают именно его. Это как бы база, которая понадобится для того, чтобы получать потом различные сертификации, более, скажем так, узкоспециализированные. К примеру, можно получить сертификацию как Agile тестировщика, также можно пройтись по различным видам нефункционального тестирования, то есть можно здесь вот ознакомиться, я обязательно оставлю в инфобоксе информацию о данных ресурсах. То есть можно получать в дальнейшем различные сертификаты, которые будут подтверждать вашу квалификацию, в зависимости от того, в какой сфере вы будете работать и с чем будете сталкиваться. Но самый первый сертификат, который вы должны получить, это обязательно Foundation Level. К нему нету никаких, скажем так, пререквизитов, никаких требований, то есть не нужно там работать, к примеру, полгода или год тестировщиком, а уже даже сейчас вы можете, в принципе, его пройти. Но все-таки я бы советовал вам заняться вопросом сертификации, когда вы уже будете непосредственно работать на своем рабочем месте в какой-либо компании, когда у вас будет некоторый опыт, связанный с тестированием, чтобы еще раз освежить в памяти, как-то структурировать те теоретические моменты, которые вы используете в своей работе. И, в принципе, сдать этот экзамен будет намного проще, чем на этапе, когда вы просто начинаете, скажем так, свой вход в специализацию тестировщика. И также в дальнейшем можно сдавать сертификаты на уровне Advanced и Expert. Если я не ошибаюсь, то на уровне Advanced можно выбрать какой-либо из вот этих вот направлений. То есть можно быть тест-менеджер, тест-аналист, technical тест-аналист. Там есть требования к времени, которое вы должны отработать. Это порядка 2 лет. И обязательно у вас должен быть сертификат Foundation Level. И после этого уже можно сдавать Expert Level, там, скорее всего, еще большой опыт работы. И опять же, можно выбрать 2 из этих видов сертификата. На уровне Expert Level вам нужно будет периодически подтверждать ваши навыки. То есть раз в несколько лет вам необходимо будет повторять сертификацию. Если мы говорим про уровень Foundation и Advanced, если я не ошибаюсь, то на этих уровнях не нужна такая своего рода верификация, валидация ваших знаний. Почему интересно и вообще важно иметь такой сертификат в своем портфолио? Бытует очень много мнений. Кто-то говорит, что нет, не стоит сдавать данный экзамен. Кто-то говорит, что да, это довольно-таки неплохо. Я придерживаюсь мнения, что любой сертификат – это плюс к вашему резюме, к вашему CV. Плюс ко всему, некоторые компании просят, чтобы у вас был данный вид сертификата, то есть они нанимают свой штат только сертифицированных тестировщиков. Возможно, на уровне только Foundation Level, но все же на некоторых специализациях могут быть и другие требования, то есть надо будет досдавать эти экзамены. Я, в свою очередь, решил сдать данный экзамен, получить эту сертификацию, потому что у меня на работе была возможность, компания оплачивала сдачу моего экзамена, потому что это не бесплатно, то есть данный вид сертификации на уровне Foundation Level стоит 140 евро.
И если вы не сдаете, то есть заваливаете свою сертификацию, то деньги вам, конечно же, не возвращают. Но моя компания мне оплатила, так как я прошел успешно данную сертификацию, и к тому же у меня было повышение к заработной плате. То есть я очень хорошо на этом деле, скажем так, поимел бенефитов. И возвращаясь к вопросу оплаты, то есть каждый вид данного сертификата, данной сертификации, он оплачивается отдельно, то есть это порядка 150 евро каждый отдельный сертификат. Данный сертификат признается в 56 странах. По моей информации, возможно, она уже немного устарела, но я оставлю ссылку, где вы можете посмотреть вообще, в каких странах она признается. То есть здесь есть перечень различных сообществ, которые связаны с сертификацией STQB. И, в принципе, если такое сообщество есть, значит, в этой стране можно проходить сертификацию, и сертификат в этой стране имеет, скажем так, свою значимость. Можете ознакомиться, то есть можете обратить внимание, что это и Америка, и Австралия, к примеру, Австрия, Беларусь, так как я сам из Беларуси, Бельгия, Канада, то есть достаточно большое количество стран, это в основном Евросоюз, ну и также Америка признает этот сертификат, то есть он вам не повредит. Это то, что касается вводной части, связанной с сертификацией. В интернете очень много ресурсов, посвященных этой теме, даже очень много YouTube-каналов. В принципе, любое видео по этой теме, которое имеет сносное количество просмотров, может помочь вам немножко разобраться в этом вопросе, если вы заинтересованы в этом. Я же для себя пока решил, что мне достаточно иметь сертификат на уровне Foundation Level. В принципе, при трудоустройстве у меня этот сертификат не спрашивали, но я думаю, так как у меня это указано в CV, мне это не повредило. И еще один такой плюсик, то есть вы после того, как проходите данный вид сертификации, получаете сертификат, вы можете зарегистрироваться на сайте JSQ как эксперт, указать ваш сертификат, и в дальнейшем можете использовать вот этот вот значок, это лого, в своих каких-то ресурсах, то есть показать, что вы действительно сертифицированы этой организацией. То есть у меня такая, скажем так, возможность теперь есть. Я могу говорить о том, что я сертифицированный специалист. Возвращаясь к вопросу того, как вообще готовиться к прохождению данного экзамена для того, чтобы получить данный вид сертификата. Во-первых, есть непосредственно учебное пособие, которое называется «Силабус», где содержится программа подготовки к экзамену STQB базового уровня. Он есть как на русском, так и на английском языке, то есть вы можете сдавать этот экзамен тоже на этих двух языках. Например, если вы, к примеру, сейчас плохо знаете английский язык, то вы можете прочитать силабус на русском, подготовиться и сдать сертификацию. Обычно говорят, что сдавать на русском немножко тяжелее, ну, если мы не берем тот расчет, что тяжелее вообще сдавать на английском, если вы его не знаете. Но на русском просто теряются некоторые определения, то есть они совсем по-другому звучат, и может быть некоторая путаница, когда вы сталкиваетесь с ними на самом экзамене. Поэтому советую брать английский язык за основу и сдавать на нем. Но сам сертификат никак не отличается, то есть там не указывается, на каком языке вы сдаете данный экзамен, поэтому это лишь на ваше усмотрение. На английском, если не ошибаюсь, дается больше времени. Например, если вы русскоговорящие и решили сдавать на английском языке, то у вас будет больше времени на прохождение данного экзамена, так как, в принципе, вам, скорее всего, будет тяжелее понять некоторые вещи на этом языке. Данные материалы содержатся на сайте RSTQB, то есть это уже непосредственно, скажем так, ответвление сообщества именно в России. То есть здесь мне больше нравится перечень тех документов, которые находятся, чем на белорусском сайте, он более актуальный. И давайте немножко посмотрим вообще, как выглядит силабус. То есть это такой документ, скажем так, большущая методичка, которая разделяется на отдельные блоки, где есть, например, такой блок, как основы тестирования, есть блок, связанный с статическими методами тестирования, методы проектирования тестов, управление тестированием, инструменты тестирования. То есть здесь, по сути, дается очень хорошая, краткая выжимка тех теоретических знаний, которые вы должны знать как тестировщик на уровне начинающего, либо даже мидла. Именно теория, то есть тут нет каких-то хард-скиллов, поэтому
Даже для себя прочитать данный силабус, в принципе, довольно-таки неплохо, потому что, например, некоторые вещи я не рассказывал в рамках нашего курса, и что-то вы можете новое узнать для себя. Некоторые вещи я рассказывал на каком-то своем уровне, опять же, вы можете углубиться в них, прочитав информацию здесь. И то есть нужно прочитать этот силабус как минимум несколько раз, потому что с первого раза он достаточно тяжелый в восприятии, но уже на второй, третий раз вы будете лучше понимать, что написано в данном пособии, и с каждым разом это понимание будет только у вас улучшаться. То есть мы читаем силабус несколько раз обязательно, и хотя бы один раз читаем глоссарий. То есть глоссарий — это набор терминов, которые также используются как в силабусе, так и в целом в тестировании и на самом экзамене, потому что часть вопросов, к примеру, часть терминов не поднимаются в силабусе, так как он достаточно небольшой, всего 94 страницы, поэтому абсолютно все термины сюда не смогли вместить, поэтому читаем силабус тоже для того, чтобы у вас была какая-то база, и вы смогли успешно пройти экзамен. Плюс ко всему здесь есть силабусы программы подготовки по другим различным блокам в ISTQB, то есть тоже можно это прочитать даже для себя, если вы не планируете в дальнейшем сдавать данный экзамен, подтверждать свой уровень, то просто для того, чтобы у вас какие-то знания уложились в голове, то я бы посоветовал вам тоже это прочитать. Ссылку на эти материалы я, конечно же, оставлю в инфобоксе. Давайте посмотрим дальше. Что еще я советую вам делать при подготовке? Это есть такой хороший канал, называется TM Square Technology Solutions. Здесь рассматривают подробно каждый пункт, каждый раздел, который содержится в силабусе, правда, на английском языке. В принципе, если вы читаете силабус, то, возможно, вам и не нужно смотреть эти видеоуроки, но все-таки для какого-то закрепления я бы на вашем месте это сделал. Я, в свою очередь, их тоже все посмотрел, чтобы еще раз укрепить свои знания в теории. И что хотелось бы отметить, здесь есть некоторые вопросы, то есть образцы вопросов, которые могут вам попасться на экзамене, тоже советую вам посмотреть обязательно. Если вы даже не будете смотреть каждый отдельный пункт, то хотя бы вопросы, потому что там дают ответы и объяснения, почему именно данный ответ правильный. Еще хороший урок здесь есть, у меня открыт, по тестированию покрытия, потому что я, например, читая силабус, не особо понял, что это такое, но когда проходил пробные экзамены, то у меня частенько попадались вопросы, связанные с тестированием покрытия условий и прочее. Здесь даются хорошие советы вообще, как необходимо отвечать на эти вопросы, то есть такие лайфхаки, которые вы выучите и сможете на любой вопрос, на любую такую схемку дать ответ, потому что они унифицированы и достаточно сильно упрощают вашу жизнь при ответе на данный вид вопроса. То есть запоминаем, что вот этот вот 4.3.2 Decision Testing очень хороший урок. То есть этот канал обязательно тоже с вами смотрим. Еще, когда вы уже прочитаете несколько раз силабус, посмотрите, к примеру, уроки здесь, можно пройти бесплатные пробные экзамены. Для чего их нужно проходить? Потому что непосредственно на самом экзамене, как он проходит, вы приходите в аудиторию, там находятся компьютеры, вам выдают листок бумаги белый, чистый, для вашего черновика, и на компьютерах вы работаете в специальном программном обеспечении, в котором содержатся вопросы, и вы даете на них ответ. То есть эти пробные экзамены позволяют вам ознакомиться с интерфейсом данного приложения, пройти пробный экзамен, вообще узнать, какие там вопросы могут быть. И что хорошо, на данный пробный экзамен есть ответы. Правда, ответы на русском языке. Это подготовила Белорусская национальная коллегия тестировщиков когда-то. И здесь можно посмотреть вообще, правильно вы ответили или нет. И здесь есть расшифровка, объяснение, почему данный вариант ответа правильный. То есть тоже хороший ресурс. Опять же, я оставлю ссылку в инфобоксе на эту информацию. Дальше. Очень хороший ресурс, который, наверное, мне помог во многом, это тренажер с различными вопросами. То есть здесь огромное количество вопросов реальных с экзамена.
То есть они взяты с вот этого ресурса, то есть вы можете тоже перейти и посмотреть, но на этом ресурсе они находятся просто в виде вопросов, а здесь на этом ресурсе STQB Trainer они автоматизированы, то есть в виде уже непосредственно того, как можно проходить на экзамене. То есть вам дается вопрос, варианты ответа, и вы можете проходить как хотите. То есть тут вам показывают правильно, неправильно вы ответили. Любой вопрос, то есть он рандомно генерится. То есть вообще никаких проблем нет. И что хорошо, есть непосредственно такая табина, как экзамен. То есть здесь уже 40 случайных вопросов, потому что на самом экзамене их 40. Так как у вас родной язык, то дается 60 минут, если не родной язык, то 75 минут. И проходной балл, тоже чтобы вы знали, 65%, либо же 26 правильных ответов. Если вы сдаете свой экзамен реальный на меньшее количество баллов, то он считается неуспешным, то есть вы его провалили. И здесь вы можете тоже пройти это, переходить к любым вопросам. То есть очень удобная штука, тут очень много вопросов. И это действительно сильно мне помогло при подготовке к экзамену. Поэтому берем его на вооружение. И еще есть такое приложение от белорусских разработчиков, называется StreamQA. То есть здесь тоже содержится информация с тренировочными вопросами по STQB. То есть тоже можно его скачать себе либо на Android, либо на iPhone и пройти. Я им не пользовался, потому что это приложение появилось уже после того, как я сдал свой экзамен. Но, в принципе, для тренировки также можно пройти. То есть здесь, возможно, будут такие вопросы, которых не было на предыдущих ресурсах, которые я вам показывал. В целом, я подготовился к экзамену за несколько недель. Это не составило мне какого-то большого труда. То есть я читал силабус, делал себе конспект, прочитал глоссарии и очень много работал в тренажере, который я вам показал вот в этом STQB Training.ru. То есть вот это действительно очень сильно помогает вам набить руку на правильные ответы. Вот такой небольшой план у меня получился по тому, как мы сдаем экзамен, как мы к нему готовимся. Я показал вам ресурсы, которые помогли лично мне в достаточно короткие сроки освоить силабус и сдать успешный экзамен. Поэтому, ребята, если вам не сложно, то поставьте лайк. Напишите свои комментарии, собираетесь ли вы сдавать данный экзамен, либо нет, была ли вам полезна эта информация. И надеюсь, что те знания, которые я вам дал в рамках данного урока, те инструменты помогут вам успешно пройти экзамен. Если у вас остались какие-то вопросы, то также обязательно задавайте их мне. Не забываем подписываться, нажимать на колокольчик и вот это вот все. Большое спасибо за внимание. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!